Доброе утро, друзья! Мы с вами едем в город Чангмай, который расположен на севере Таиланда и является одной из самых притягательных точек для туристов со всего мира. И только сам Будда знает, что нас с вами ждет там. Я очень люблю Бангкок, но находиться долго в мегаполисе сложно. Посему я поблагодарил Пита за гостеприимство и уехал на север. Мое бренное тело требовало спонтанных путешествий без определенного плана, а душа жаждала свободы, романтики и общения с новыми людьми. Что если не поезд, способный насытить этой амброзией вдохновленного министреля? Сидя на ступеньках в тамбуре вагона, я все утро жадно вдыхал влажный воздух тайских провинций и наслаждался поистине завораживающими видами. Прогнал кондуктор, сказал, что нельзя сидеть на ступеньках, что это опасно. Но у нас на канале все понимают. Ну что же, здравствуй, Чангмай! Здравствуй, Северный Таиланд! С его прекрасной зеленой растительностью, немножко хмурым небом и супер интересными местами. Погода прекрасная. Сразу на тебя набрасываются тук-тукеры и таксисты, предлагают свои услуги. Но я пойду пешком. Мне в кайф. Что-то я иду и натыкаюсь на забор. Придется через него перелезать, потому что других опций нет. Кстати, сам забор сделан из рельс. В центре города мне желательно сейчас найти какой-нибудь хостел, хотя вряд ли меня туда заселят сейчас, потому что время всего лишь 9 вечера. Обычно в отель заселяют где-то часов с 2. Так что где-то мне нужно будет шататься полдня, придумать себе какую-то культурную программу. А теперь абсолютно серьезный момент. В поезде, в котором я ехал, было очень много европейцев, крайне интересные ребята. И, естественно, общаясь с ними, мы затронули тему того, что сейчас происходит в мире. И большинство из них говорит о том, что мы понимаем,
что правительство и люди в России — это абсолютно две разные партии. Ну и что сказать, никакой русофобии я не отметил. А может, все-таки взять такси или поехать вот на этом байке? Вполне себе подходящий вариант. Кресло, что надо, почти разложилось. Иногда сочетания слов удивляют прям немало. Вот он, мини-биг си, то есть это мини-супермаркет. Кстати говоря, вот банк. А не зайти ли мне в банк, дабы поменять доллары, потому что у меня осталось всего ничего бат. Hello? I would like to exchange money. А вот, между прочим, даже в банке к тебе подходят и просят надеть маску. Вот, я ношу маску. Вот, а пока я жду в очереди, нужно посмотреть хостелы. Вот первый, который нам предлагает Booking.com, всего лишь 80 бат стоит. Это 160 рублей. Ну и судя по тому, что у него хорошие отзывы, сплошная Россия. Странно. Так, посмотрим варианты. Кровать в общем номере. Пожалуй, мне подойдет. Забронировать. Поменял баксы. Теперь хоть какая-то наличка есть в кармане. На случай, если тайский MasterCard откажется снова работать. Я от этого теперь защищен. Самое время найти какое-нибудь интересное место, сесть и позавтракать. Hello, you have a piano? Is it tuned or not? So interesting. Настроенная. А, оно электронное. Здорово. Надо будет сюда прийти и устроить концерт. Ух ты, какие здесь интересные артефакты. В общем, это кофейня. А мне бы хотелось что-нибудь съесть. Ладно, пойду поищу что-нибудь еще. Из еды пока я ничего не нашел, чего бы мне захотелось. Так, а вот это у нас знак того, что приближается центр города. И вот в этот момент нужно сделать, как в спектакле Гришковца. Какая красота! А вот это чета, император и его супруга. И, как говорят многие тайцы, нового императора они недолюбливают. Это мягко говоря. А вот старого очень уважали. Ах, так это резиденция губернатора. Интересно. Посмотрите, вот там на постаменте расположились фигуры слонов. Слон — неофициальный герб Чангмая,
И он здесь буквально везде. Вот, допустим, лавочка. И ее поддерживают два вот таких симпатичных слоника. И еще слоны. Слонов будет много. Вот, посмотрите, там вдалеке тоже слоны. А это у нас памятник Фра-Сири Мангалачарая. Значит, это был монах, который родился в Чангмае во времена правления короля Мункю. И этот самый Фра был назначен советником царя Даммы. И поэтому царь построил для него храм, в котором он мог жить. А это, возможно, тот самый храм, в котором жил тот монах. И ведь не поспоришь. Как я уже упомянул, тайцы до сих пор фанатично носят маски. И вот в банке меня попросили снова надеть ее. И даже вот просто идешь по дороге, и нередко от тебя шарахаются люди, когда видят, что ты идешь без маски. Ведь ты есть сама эпидемия. Какой-то стрит-арт, покоцанный, но тем не менее. Посмотрите, какая красота. Потрясающе. А вот там штука, похожая на колокольню, которая называется ступа. Это очень характерная форма для храмов Юго-Восточной Азии. Интересно, а что такое бодега? Мне очень понравилось слово. Друзья, прямо за моей спиной вы видите главные ворота старого города Чангмай. И я по-прежнему иду в отель. Можно немножко срезать путь и пройти непосредственно через старый город. Сегодня старый город города Чангмай — это сосредоточие всяких хостелов, отелей, туристических точек притяжения. Здесь даже дискотеки есть. Также много всяких баров. Одинокий голубь на карнизе за окном. Бедняга, что же с тобой сделал Чангмай? А вообще понятно, почему я не могу найти никакую еду. Потому что все кафешки открываются, как правило, после обеда. А сейчас время 10 утра. И иду я по улице один. Солнцем непалимый. Потому что сегодня пасмурная погода. И накрапывает дождь. Но я должен сказать, что такая погода мне нравится гораздо больше, чем солнечные дни, когда ты идешь по дороге и обливаешься 33 потами, так скажем. Можно назвать это ходячей медитацией. Пока идешь от точки до точки, столько всего интересного можно встретить. Алло, алло, это милиция? Это говорит сегодня обворованный шпак. Но я не по поводу кражи. Какая прелесть. Кстати, вот так идешь ты по дороге, а тут развалины древней стены.
вот на таких велорикшах здесь таксовали всего лишь несколько десятилетий назад. Это вроде Убера. Боже, они существуют. Я пришел на место. Проверим, что это такое. Hello. 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 Is anybody on the reception? Let's see. Uh-huh. You can call the number. Так, ну что, будем звонить. Hello. Hello, good morning. I have a reservation. What is your name, please? My name is Vladislav Ivanovsky. I made it. Wala, right? Wala? Okay. It is, your name is Ivanovsky. Yes, of course. Okay. Yeah, one moment. I get you outside or inside? Already on the reception. At there. Okay, Yeah. can you please go to little table and then write your name for me, please? Could you repeat, please? Yes, fill your name at the little table at the green board. Okay, I see. Yeah, your name and then also passport number. What is? And you are Russian? No? Yes. Okay. Замечательнейшим образом заселился в хостел. Хостел действительно классный, удобный. Меня там все устраивает. Даже вздремнул часок в середине дня. И сейчас наконец-то нашел еду. Сегодня это суп с кока-колой. Отличное сочетание. Посмотрим внимательно. Значит, здесь есть лапша. Есть какие-то маленькие фрикадельки. И мне сказали, что это биф. Но я не удивлюсь, если это дог или кэт. Удивительно. Только хотел обратиться к девушке, чтобы она принесла мне вилку, а она ее уже несет. Потрясающий тайский сервис. Очень интересно то, что помимо основного блюда тебе здесь подают кучу различных баночек со специями. И ты, получается, можешь сам контролировать насыщенность этими специями своего основного блюда. Вот это еще перцы чили в уксусе. Ну и куда же без соевого соуса? Друзья, этот суп был просто великолепен. На вкус сложно сказать, на что он был похож. Он не похож был на куриную лапшу, потому что там была говядина и какие-то специи. Но вот они были какие-то настолько нейтральные, что вкус описать достаточно сложно. Да, и я думаю, это рассчитано именно на то, что человек сам уже будет добавлять специи из тех баночек, которые стоят на столе. Вот так вот идешь по улице в Таиланде, и тут перед тобой сразу вырисовывается Индия. Какой красавец. И тот тоже красавец. Набрел на хозяйственный магазин.
Здесь много всякой дичи, вот, допустим, мышеловка. Что здесь еще? Куча разных тазиков. Канцелярские принадлежности, куда же без них? Абсолютно невозможно без них прожить. Что здесь еще есть? Ну, всякие провода, зарядки, супер качественные наушники, инструменты. Вот, пожалуйста, с американским флагом даже. Что еще? Ковшик. Нет, это не ковшик, это... Ой, как же это называется? Воронка. Кстати, я отметил такую странную особенность. Поскольку я общаюсь сейчас на английском, соответственно, я и мыслю на английском, а строю фразы достаточно простые, и почему-то это отражается даже на том, как я говорю по-русски. То есть иногда у меня не согласовываются там времена, падежи, такое некоторое отставание мозга от самого голосового аппарата получается. Вот. Наша экскурсия по магазину китайской дичи в тайском городе Чангмай завершена. Пошли дальше. О! Forgot to pay. 25? Окей. Купил вот такой небольшой замок. Очень нужная вещь в путешествиях, ибо в хостелах часто встречаются различные ящики или более крупные для рюкзаков. И там часто можно воспользоваться своим замком, чтобы запереть этот ящик. Так что весьма и весьма хорошая и нужная штука. Набрел тут на очередную улицу стрит-арта. Здесь, значит, первое граффити. Или граффити, как правильно, я не знаю. Какой-то тайный знак от банд Нью-Йорка или Бангкока. Нарисован в 2000 каком? 18-м или 15-м, непонятно. Где ж ты мой 2015? Так, идем дальше, смотрим, что здесь такое. Какой-то весьма ламповый дед. Дальше снова бангкокские парни потрудились. Какое-то чудо-юдо непонятное. Я даже не могу предположить, это буквы или не буквы. Или это что-то пытались изобразить такое. Супер активная какая-то штука. Тайный знак цифры 68 пока мною не разгадан. Далее какая-то супер крутая лиса, которая показывает козу. Или это не лиса? Или это лиса под мухоморами? Так. У нее явно что-то с лицом. Ну и самый мудрый участник нашего торжества — обезьянка. И вот здесь же рядом алтарь для подношения. И здесь тайцы оставляют разные приношения своим духам и Будде. И очень часто на таких алтарях
кроме цветов, можно встретить даже сигареты и кока-колу в бутылках. Причем она открытая, и в ней уже торчит трубочка. А вот и еще один слон. Боже, какая красота! Как это все здорово сделано. Класс. Иду я, значит, по дороге, а здесь бац, и какое-то общественное пространство. Мне кажется, что это площадка для того, чтобы сдавать ее в аренду под какие-нибудь мероприятия. Свадьбы, банкеты, дни рождения и тому подобные вещи. Красиво, но дорога очень близко. Я думаю, здесь шумно. Буду справлять свадьбу где-нибудь в другом месте.